Здравствуйте, уважаемые контакты GST. Меня зовут всегда по-разному. Кто называет меня GST Director, кто Grand South Free, кто просто как в паспорте. Недавно я столкнулся со своими друзьями. Да, у GST контактов есть друзья. Так вот, эти друзья устроили мне как бы интервью. Ну, вы помните, лето, Таиланд, 2019 год, моя юность, COVID-19 уже был на пороге. И все было так же, только я не нуждался в переводчике. Хотя мне бы не помешала охрана на тот момент, когда я был в России. Это было, сейчас дайте вспомнить, да, это было на этой неделе, в понедельник. Дату я точно не помню, но 14, по-моему, 14 марта. И это было еще в учебном заведении, да, иногда мы учимся и на семинары и так далее, и на олимпиады какие-то, и на курсы, на какие-нибудь дополнительные предметы ходим, иногда и на спорт ходим. Спорт — это очень хорошая вещь. К чему я все же клоню? А я клоню к тому, что зачастились вопросы по поводу GST. Что это такое? Как это работает? И какая от меня вообще польза, роль и так далее? Ну, вы же помните, что я являюсь владельцем GST. Без меня бы GST не образовалась. Без меня продолжалась бы, анархия. По поводу второго спорно, потому что в России она всегда была, но в GST это не Россия. И причем здесь Россия, если GST это как бы блокируется на международный этап и на международную какую-то точку. Причем здесь тогда вообще Россия. Все взаимосвязано, потому что проект зародился в России, но не бойтесь, пожалуйста, иностранцы и так далее, это не повлияет. Потому что хоть ты можешь быть фрилансером, работать в Китае, но работать на Америку. Или же наоборот, работать в Корее, в КНДР, допустим, на туризм приехать, там поработать в Корее, в КНДР на Японию. Да? Это редкий случай, это когда ты в роли туриста приезжаешь в КНДР и на 5 минут решил присесть, отдохнуть, поработать, то работа, отдых — это как-то несовместимое для России, но все же многие любят работу, поэтому считают ее как отдых. Также в России, GST, понимаете, что человек — это не камень, которого можно выкинуть или подпереться под него и так далее. То есть GST распределяет все в нашей стране, не в нашей, а в моей стране, в которой я сейчас проживаю, а я проживаю сейчас пока что в России, многое, что недоступно, недействительно и так далее, является фальсификацией. И это очень прискорбно признавать. Давайте я все же перейду к самому главному. Всегда смотрю какой-то фильм, допустим, США, там канадский фильм, из Бразилии. И, как всегда, самое интересное в конце. А про российские сериалы вообще без комментариев. Все, без комментариев. Российский сериал, там такая ересь. Не берем те сериалы, сценарии которых Россия купила и скупает, скупала. У нас же теперь санкции. Извините, вот, например, лакорные дорамы я вообще люблю и не кайфую от этих извините за такой сленг, мне очень нравятся тайские дорамы и лакорные. Там и, соответственно, жанр мне нравится, но я его не буду озвучить, потому что я не думаю, что Россия любит такой жанр. Итак, что такое GST? GST — это то место, где можно чувствовать себя комфортно, без опасений, что какой-либо со стороны GST причинит вам вред. Нет, ну что?
Ну вы что? У нас ведь GST теперь стандарт. По поводу других стандартов... Ой. Так, извините. Сегодня я вам расскажу, что такое GST, какие правила эксплуатации существуют и так далее. Начнем с определения. GST, если вы помните, это аббревиатура, и она расшифровывается с английского языка GST как Justice Solidarity Tolerance или Justice Solidarity Tolerance, а переводится на русский язык как PST, либо как сейчас PSST. Это обозначает правосудие, спонтанная солидарность, толерантность. Непонятно? Да, у многих затруднения. Видимо, надо попонятнее объяснить. Тогда остановимся поподробнее. Организация GST была создана 27 апреля 2021 года и именовалась как PPST. ТТ, да. Double P, Double S, Double T и на русском. Правильное правосудие, или правдивое, или правдоподобное, или вроде того правосудия, спонтанная солидарность, тактичная толерантность. Суть же GST — это добиться независимости каждого из контактов, людей, животных и так далее. Уровень для всех прав и уравнять для всех права, конечно же, и моделировать людей до идеальных качеств, особенностей и функций. Организация GST разрабатывает собственные протоколы, кодексы и системы, и это очень хорошо. Продукция, в GST очень строгая критика ошибок и нарушений протоколов. В GST очень сложно попасть, стать контактом, а еще сложнее утвердиться в гильдии GST. Намного проще стать участником или же FIF-контактом GST, не советую там никогда становиться. А еще легче быть посетителем или человеком GST, но об этом позже в других видео. Набор в GST очень строгий, и это жесткий, и тоже об этом мы в другом видео поговорим. Но зато GST дает множество привилегий за соблюдение протоколов. GST — это организация с уклоном в социологию, политологию и психологию. Это три основных направления. Также есть и другие направления, это экономика, искусство и так далее. Их очень много. Но они стоят уже на втором и третьем планах. GST развивает собственную продукцию, особенностью которой является качество, цена соответственная, очень дорого. GST имеет собственную валюту, конвертация и обмен которой специфичен для иностранцев, странен для обычного человека, который не входит в GST. GST разрабатывает собственные протоколы, новшества, собственные проекты. Также GST имеет и модифицирует свою политику, идеологию, философию. GST — это инкубатор справедливости, честности, любви и многого чего другого. Но нарушать данные стандарты запрещается. Если вы хотите стать или попытаетесь установить в роли GST, то вам нужно выполнить несколько функций. Сдать экзамен, испытательный срок пройти, и так далее. Потому что их довольно-таки много, и некоторые из них разделяются на основные и неосновные. Но об этом также в других видео. GST — это организация, занимающаяся устранением политических войн, примирением сторон, и также модернизацией бесчеловеческих людских взглядов на жизнь. GST — это добровольная организация, откуда можно с легкостью выйти, соблюдя все протоколы. Но очень сложно поступить из-за других взглядов людей на мир, к сожалению. GST — это общественная организация и, можно сказать, доступная организация для всех тех, кто хочет соблюдать протоколы для собственной же
гарантии безопасности и нравственности для своей же нравственности и идеологии, для себя же. То есть сделано для людей. Ну и не только. Но вот такое устоявшееся выражение есть в России: сделано для людей. То есть будь ты человеком, то есть по-человечески сделай. И вот как бы вот в этом вот направлении, если размышлять, то вот все вот так вот будет. Ну, как я и раньше сказал, GST — это общественная организация, да, доступная для всех тех, кто хочет соблюдать протоколы для собственной же безопасности, нравственности, не различая. То есть мы не различаем ваши особенности, ваш гендер, ваш пол, статус, вашу расу, национальность, гражданство и так далее. То есть нам все равно, нам главное, чтобы вы выполняли протоколы и некоторые функции. На ранних стадиях GST пока что не имеет стабильности, защищенности, монетизации и так далее. Но те люди, которые хотят мир, справедливость, порядки, могут с легкостью поддержать организацию GST и помочь ей, ну, любыми способами. Не обязательно монетизация, можно участвовать в мероприятиях, организовывать мероприятия, помогать нам с какими-то функциями, которые для вас доступны. Хотите больше информации? Участвуйте в наших мероприятиях от GST, где вы сможете найти ответы на все ваши вопросы. Емцев Назар and GST Justice Solidarity Tolerance presented function for context. Thank you for your attention.